Ребятки, hello, как говорится. Читаем интересную новость от 14 ноября 2021 года. В ней пишут вот что. Не продали ни одной машины, но уже стоят 100 миллиардов долларов. Сегодня мы поговорим с вами об одной из самых загадочных, но интересных и, мы надеемся, перспективных компаний в мире. Это компания Rivian. Это их флагманский, пока что единственный, но уже производимый серийно электрический пикап R1T. Находимся в городе Лос-Анджелес, Соединенные Штаты Америки, на специальном мероприятии компании Rivian. Сейчас посмотрим, что к чему. Обзор, поехали! Итак, несколько самых интересных технических фактов. И забегая вперед, ребят, вот Rivian — это сейчас что-то вроде, мы надеемся, как Tesla лет 8-10 назад. То есть вроде интересно, но непонятно, что к чему. Но темпы у этой компании сейчас какие-то бешеные. А компания основана в 2009 году. Изначально называлась Mainstream Motors. Основателя компании зовут RJ Scaringe. На момент основания компании ему было 26 лет. Он выпускник Политехнического института и в то время работал инженером, и, как рассказывает он сам, всегда любил автомобили. Грузовик не может быть электрическим, электромобиль не может ездить по бездорожью, покупатели грузовиков и пикапов не хотят себе электрический автомобиль. Вот с этими неправильными, как оказалось, идеями и решила бороться компания Rivian. И прямо сейчас у них это отлично получается. 4 интересных цифры. Февраль 2019 года Amazon инвестирует 700 миллионов долларов в Rivian, а потом еще 600, итого 1,3 миллиарда. Апрель 2019 года, всего 2 месяца спустя, в Rivian инвестирует $500 миллиарда компания Ford. В эту компанию вложилась даже Apple, между прочим. Сегодня в компании работают уже более 10 тысяч человек. И интересно, кто работает. Вот, например, главный инженер Rivian Марк Виннелс. Он раньше работал в McLaren. А вице-президент по дизайну Rivian — это Джефф Хаммонд, который раньше работал в компании Jeep. И, конечно же, в компании Rivian очень много людей, которые раньше работали в компании Tesla. Основной завод компании прямо сейчас находится в штате Иллинойс. Это бывший завод Mitsubishi, кстати, но руководство уже ищет место для второго завода. Еще один интересный факт, который позволяет так осторожно надеяться на положительное будущее компании. Компания Amazon, которая инвестировала в Rivian, заказала 100 тысяч электрических грузовиков. И, как говорят в Rivian, первые 10 тысяч, честно говоря, верится с трудом, но тем не менее говорят, что первые 10 тысяч планируют отгрузить уже в следующем году. А теперь вернемся к интересной цифре, которую мы озвучили в самом начале. Это 100 миллиардов долларов. А если быть точнее, 105 миллиардов долларов. Именно во столько оценили компанию Rivian во время IPO, то есть первичного размещения акций. В тот день Rivian, о которой многие до этого, честно говоря, не слышали, стала резко дороже большинства автопроизводителей в мире. Хотя к тому моменту они продали всего 150 машин. Но все-таки эта машина, R1T, уже не только производится серийно, ее уже доставляют первым заказчикам. Первый раз видим ее живьем. Сейчас посмотрим, что к чему. Пойдем. На первый взгляд, да, это пикап. Машина, которая супер популярна в Америке, которая не особо популярна в России и, честно говоря, вообще не популярна в Европе. То есть, вот у вас есть чемодан, вот у вас есть сумка. Если там сидят люди, тут сидят люди, поставили ее сюда, и он болтается туда-сюда. В Rivian об этом подумали. Давайте во всем по порядку. Во-первых, собственно, сам кузов пикапа. С кнопочки открывается. 1925 литров здесь можно разместить. По поводу масочки, ребят, буду в маске, такие правила везде, вот надписи, пожалуйста, носите маску, поэтому, приходится. Мы открыли кузов, и что, как проблема не решена, да? Чемодан поставили, он все еще болтается, или какая-нибудь сумка. Есть несколько секретов, приятных секретов у этой машины. Нажимаем вот здесь, поднимается. Здесь есть большой отсек, куда можно положить сумку или что-то, что вы, допустим, не хотите промочить, или чтобы оно не болталось вот здесь, можно убрать вот сюда вот. Сразу не отходя от кассы. Вот здесь вот находится компрессор. Эта машина может накачать сама себя. Ставить сюда шланг, и она накачивает колеса сама себе. Что вот это вот такое? Это мы еще не выяснили, сейчас узнаем. Так вот, о багаже. Самое классное – это место, куда можно положить несколько здоровенных сумок. Раз, вот еще одна там такая, и сверху вот столько места осталось. Можно убрать ваш чемодан сюда, и пикап превращается в
типа в машину с нормальным багажником, а ваш чемодан не болтается вот там туда-сюда. Закрываем. Вуаля. Везде секретные кнопки. Вот смотрите. Это гнездо зарядки. Что нажимать? Это вот фишечку знает водитель троллейбусов, знаете, который подходит к троллейбусам, где-то там что-то нажимает, и дверь у них открывается. Тут то же самое. 3 полоски. И вот такого у машины много. Рукой не открывается. Сказали, что если дергать рукой, мотор можно сломать. Так, обратно туда. Вот этот отсек. Доступ есть с 2 сторон. Вот вторая здоровенная сумка, которая поместилась сюда. Но это не просто багажник, это настолько многофункциональная штуковина. Там, кстати, даже розетка есть. Идите сюда. Как думаете, что делает этот джентльмен? Что это за конструкция? Это кухня, которая складывается и убирается вот в этот багажный отсек. Можно модуль этот достать и использовать отсек просто как багажник. Теперь следующее интересное. Ну, раз уж мы тут, так сказать, тусуемся, значит, смотрите. Палатка. Лестница идет в комплекте. Ребятушки, это еще и автодом. Поднимаемся. All right. Insulated, and you can remove the cover and wash it. What's the maximum weight? 600 pounds. You can do a second rooftop tent as well. That's where you see these extra ladder rings as well. Wow. You can see where they hook in from where you're sitting right now. And like Yakima has accessories as well, so that you can get. They have like bags you can slide in here. So if you want to put your muddy shoes, they'll hang here. Wow. Put them on the ground or put them up in there as well. So how to open and close the tent? Yeah. Ready? Yes. So you just grab it here. What? These are adjustable, so if you want to put it on the top or the bottom, it's the same cargo crossbars that fit the accessories. Over here you got 2 power 110 outlets. volt plugs. So I run very cold when I camp, so I just plug in an electric blanket, run it up to the side here. Electric blanket. The gear guard cables too. Gear guard cable. So you have, let's say, you have your bike back here. All right. Tool. You plug in one side, wrap this around whatever you want to keep. When you plug in the second one, it'll lock it when you walk away. So if someone comes near the truck, it'll send you an alert to let you know someone's near. And then if someone tries to cut this cable, like feel how thick it is. If someone tries to cut that, not only it'll record the 360 view of what's going on, but it'll also set the truck alarm off as well. So but if I just like pull this out, you can't. Oh, I can. Oh, wow! It's locked. It's locked. Is it open? Yep. And then you want to get as close to 90 degrees as possible. So you just push it in. Yep. Wonderful, wonderful. Done. Can I get one? Yeah. For how long can you use the oven? So for every 4 hour of use, Yep. at max temperature, which is 450, it's gonna take off 4 miles. Just 4 miles. Значит, садимся. Дизайн такой, своеобразный. USB Type-C в подголовнике. Вот здесь вот USB Type-C. Это что такое? Крючок просто? О, вот. Вот, человек примерно моего роста сейчас сел вперед. Вот реальное положение дел. Подлокотник опускается, и у нас сразу доступ открывается. Вот, а как это можно закрыть, интересно? А, вот так вот. Еще экран, ребятки, есть. Подогрев или вентиляция сидений, управление климат-контролем, а также подсветка. На этот экран, как в Tesla Plaid, нельзя выводить какие-то там мультфильмы или фильмы. Это только управление подогревом и климат-контролем. О, вау! Ребятки, сабвуфер Meridian, а здесь смотрите, сколько еще дополнительного места. Палаточка. И что это такое? А, это стул, складной стул. Вот, смотрите, какие стулья бывают. Закрывается одной рукой. Бэмк. Готово. Бэмк. Готово. Ручка всегда торчит. То есть она убирается только когда машина заблокирована. Ну и да, такое, я думаю, возможно. Давайте масочку сниму, тут тоже можно. 2 экрана, 16 дюймов у нас основной экран, 18 динамиков, 1200 ватт здесь музыки, система Meridian, карта. Какая-то, причем такая проприетарная, их своя собственная карта, аккаунт, то есть вы, естественно, заводите аккаунт, есть приложение, все как у Tesla, музыка, вся информация об автомобиле, зарядка. Ух ты, опа, смотрите, видео с камерой, вот. Камера в зеркалах, камера сзади и камера спереди, 360 градусов.
Первый раз видим все вот это вот, поэтому будем смотреть и вникать вместе с вами. Открывается, два USB Type-C, причем обычных USB, что интересно, мы не заметили. И смотрите, классно, чтобы ничего не проваливалось, маленькая резиночка сделана. Вот, резиночка, и они смыкаются. И вот сюда, даже если монетка какая-нибудь провалится, монеточка, то она туда не упадет. Здесь... классно, подстаканники. Я опускаю руку и вытаскиваю. Это, ребятки, выносной Bluetooth динамик, который коннектится или к вашему смартфону, или к автомобилю. И у вас пикничок с дискотекой убирается вот сюда. Ну и самое интересное, что внутри, что, так сказать, под нами прямо сейчас. Пойдем расскажем. Масочку, где моя масочка? Правила строгие, в Америке с этим строго. Нет маски, идите гулять. Капот, авосчики. Помещается много всего. И там еще поднимается крышка, и куда можно положить провода зарядки, там еще внизу отдельный отсек. Из всех технических разъемов в этой машине есть только, как у всех электромобилей, одна заливная горловина омывайки лобового стекла. Все, больше ничего делать не надо. У Rivian это самый, пожалуй, интересный такой технический факт – оригинальная платформа. Все основные элементы расположены ниже верхней кромки колес. Такая платформа называется скейтборд, и на нее можно поставить фактически любой кузов. То есть они изначально эту платформу придумали, разработали, и теперь могут делать на ней разные автомобили. Теперь еще более интересный факт. У этой машины на каждом колесе свой электромотор, около 200 лошадиных сил. Все это дело управляется независимо. Пикапу не нужны ни блокировки дифференциалов, ни раздатка, никакая понижайка. А еще здесь очень необычная подвеска. Здесь нет привычных стабилизаторов, поперечной устойчивости, и амортизаторы объединены общей гидравлической системой. Да, эта машина умеет делать вот так вот, разворачиваться прямо на месте. Зрелище впечатляющее. Называется танковый режим. И у нас два варианта по аккумулятору. Первый это 135 киловатт-часов, 480 километров хода без подзарядки. И будет вариант на 180 киловатт-часов, это 645 километров на одном пробеге. Разгон до сотни. У этого электрического пикапа 3 секунды. 3 секунды до сотни, но, честно говоря, это медленнее на 0,1 секунды, чем у Tesla Cybertruck. Но Rivian, вот он перед нами, и, возможно, мы на нем сегодня прокатимся. А Cybertruck, знаете сами. Ну и, пожалуй, последнее, так сказать, важное, о чем хотелось бы рассказать, это зарядка. Все вы знаете, как обстоят дела, скажем, с зарядкой Ford Mustang. Да, и он просит какую-то карточку. Какую такую карточку? Не знаю. Какую-то карточку. Нет, у меня никакой карточки. И у меня нет. И многие из вас знают, как обстоят дела с зарядкой Tesla. Отлично, суперчарджеры по всей Америке, нет такого, что вы едете, и у вас закончилось электричество. Везде есть зарядки. Кстати, обратил внимание на фары. Как-то мы до этого не смотрели на них, то есть вот основные фары, а вот подсветка по кругу здесь еще вот. Любопытно. Значит так. У этого автомобиля, у этих автомобилей, мы надеемся, потому что моделей будет в будущем вроде как несколько, будет своя сеть зарядных станций. Называется Adventure Network. То есть все намекает на оффроуд, на какую-то проходимость, на специальные маршруты, и в том числе там, где не ездят обычные электромобили, намек на Теслу, будут зарядки у Rivian. Ну, естественно, на шоссе тоже. Так вот, развитием сети зарядных станций для Rivian будут заниматься те же люди, которые делали сеть зарядок в США и не только для Tesla. Tesla Supercharger. А знаете, кто там будет у них главный? Carrington Bradley. Этот человек 7 лет работал в Tesla, и как раз именно он разрабатывал, проектировал и внедрял развитие суперзарядок для Tesla. Теперь он будет заниматься этим в Rivian. Ребятки, и еще один интересный факт. Вообще, эта машина, просто из нее интересные факты вываливаются. Здесь уже предусмотрены крепления, предусмотрено размещение дополнительных съемных вертикальных и горизонтальных батарей. То есть, Powerbank. Для Rivian будут свои пауэрбэнки. Если вы едете куда-то далеко, и у вас есть легкие сомнения, что там не будет зарядки, вы можете поставить или положить, в зависимости от того, какой груз у вас тут едет, чтобы как-то пауэрбэнк этот не мешался, отдельные аккумуляторы. Эта система уже запатентована, и когда она появится в Rivian, пока непонятно, но мы надеемся скоро. That feels like real wood. It is.
Is it real wood? It is real wood. Yeah. Does it have 5G or LTE? Just 4G LTE. 4G Yeah, LTE? 4G LTE, Wi-Fi capability for incoming, and it can also send a hotspot signal as well, so you can get your signal. Because the vehicle has a larger antenna than your cell phone on the roof of the vehicle in the back. Oh wow. So it's better for if you're camping or going out, you know, somewhere more off the path. It's better for signal. Down for drive. There we go. Oh, the car is rising. Car raises up, Gotcha. the air suspension lift system, Yep. as well as the hydraulic shocks. The hydraulic shocks really are exceptional off-road too. They really do well. Whoa, whoa, whoa. Wow. Yep. A little bit off-roading. The car has a quad motor, so each wheel essentially has its own motor, so it can do torque vectoring. It can adjust torque as needed. So Whoa. it's almost impossible to slip. There's no need for a locking differential. The car essentially can just handle on its own without. Thank you, Logan. Yeah, thank you. The car is going to adjust, so the All right. suspension now is lowered, so better aerodynamics. Ride has now been stiffened. All right, Yeah. 3, 2, 1. Whoa, 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 whoa. And this is a pickup truck. Pickup, da. 7,000-pound pickup truck. Yes. Whoa. That's really fast Fast, yeah. for a pickup truck. Yeah, about 800 horsepower. So now we'll do the highway assist, which is our version of like an autopilot pretty much, right? So it's going to be like an advanced cruise control. So I'll go up to 30 miles per hour. All right. I just tap down once and then it will do the pedal for me. Then we're going to stop at one of our dummy cars at the very end. Yep. The R1T will basically stop before we approach. So no pedals. Pretty much an advanced cruise control. We do have the ability for the active steering, but it does need to be on a geotagged highway, for example. So we'll just demonstrate the active cruise. Whoa, 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 damn car. Why? Oh, it's stopping. Yeah, its own. by its own. There we are. Wow, thank you so much. Thank you guys. Of course. Thank That you. was fun. That was awesome. Yes, thank Very you. cool. Is that safe? Yeah, Really? yeah, you hold this 200 pounds. 200 pounds. Wonderful. Ребят, это красота. Это красота. 67 500 $. Ждем ваши комментарии. Rivian R1T, а скоро будет еще R1S. Классно. Увидимся. Пока.